Всем привет, с вами Марти, и сейчас я расскажу вам небольшую историю. Пару недель назад я получил долгожданную посылку от G&G, вот этот привод, который шел до меня несколько месяцев. Скажем спасибо нашему чудесному чемпионату мира по футболу 2018, который, я думаю, запомнят многие страйкболисты, потому как работали магазины и можно было отправлять грузы. Получил я привод и укатил на неделю в отпуск. Как только я вернулся, то сразу приступил к подготовке для съемки видео. Но вот внезапно на канале Red Army Airsoft выходит обзор этого же привода. Причем Евгенич, как обычно, все очень подробно рассказал с технической точки зрения. И я решил, что мне нет никакого смысла снимать такое же видео, рассказывать то же самое со всеми мелочами. Так что, кому интересны технические подробности, переходите на канал Red Army Airsoft и смотрите очень хороший обзор Евгенича. А я, в свою очередь, расскажу об основных моментах, которые связаны с этим приводом, и выскажу свое мнение, кому стоит покупать данный привод и стоит ли вообще. Основной фишкой данного привода является новый гирбокс G2, который G&G анонсировал еще пару лет назад, но привода с этим гирбоксом появились на рынке всего несколько месяцев назад. Что дает этот гирбокс? Во-первых, при опустошении магазина электрическая цепь размыкается и привод перестает стрелять. Помимо того, что это выглядит очень реалистично и привод не будет стрелять в холостую, также это плюс с точки зрения безопасности, поскольку даже если в стволе остался шар, то без магазина выстрел вы сделать не сможете. Во-вторых, стенки гирбокса значительно усилены по сравнению со стандартным гирбоксом второй версии. То есть привод является довольно неплохой базой для марксманки. Достаточно лишь установить более мощную пружину. По словам производителя, гирбокс спокойно выдерживает пружины вплоть до SP150 включительно. На этом с техническими подробностями мы, пожалуй, закончим, и я выражу свое объективное мнение относительно данной модели. Первое, что хочу отметить, привод очень хорошо сбит, люфтов нет совсем. Его приятно держать в руках, даже если сравнивать с теми моделями G&G, которые есть у меня и которыми я давно пользуюсь. Привод мне нравится даже больше по своей компоновке и тому, как он собран. Но единственный заметный минус, который есть у моего экземпляра, это крышка экстракции гильз. Как обычно, у многих проводов М-серии и особенно у G&G ее защелка перестала работать почти сразу после того, как я достал привод из коробки. Но эту ситуацию частично поправляет наличие шторки затвора с рабочей задержкой, причем кнопки сброса есть с обеих сторон. Если рассматривать привод как марксманку, то он получился довольно легким, но если сравнивать с аналогичными по габаритам приводами М-серии, то есть под калибр 5,56, то он получился грамм на 200 тяжелее. Это вызвано более толстым и тяжелым цевьем. Хоть он и имеет автоматический режим огня, но я не вижу никакого смысла покупать данный привод, чтобы использовать в качестве автомата. Как я уже и сказал ранее, это скорее неплохая база, чтобы сделать марксманку. На это в первую очередь указывает увеличенный магазин, стилизованный под патрон 7,62 НАТО, то есть винтовочно-пулеметный, а также малая емкость самого магазина, всего 40 шаров. В продаже на иностранных сайтах я также видел оригинальные черные магазины на 110 шаров, но в России пока продаются магазины емкостью лишь в 40 шаров. Я думаю, что марксману, который хорошо прокачал свой привод и использует тяжелые шары, 4 подобных магазинов более чем достаточно. Для тех, кто решит приобрести данный привод именно в качестве базы для марксманки, я хочу дать несколько советов. В первую очередь обязательно прочитайте правила вашего региона либо клуба, в котором вы играете, относительно марксманок, потому что где-то
Данный привод в своем изначальном виде может считаться марсманкой, и вам стоит лишь установить более мощную пружину и поставить на одиночный режим огня, а где-то вам его придется заметно удлинить. Например, накрутить глушитель и установить более длинный внутренний стволик, например, 500 или 550 миллиметров. Потому что в некоторых правилах есть ограничения по длине ствола для того, чтобы вы могли прокачать свой привод до 150-170 метров в секунду. Но стволик вам в любом случае придется менять, поставить тонкий качественный стволик 6.03 или даже 6.01, но в принципе 6.03 достаточно. И обязательно установите полноценный оптический прицел. Никакой штурмовой оптики типа АКОГа или тем более коллиматора. В этом плане правила во многих регионах одинаковые. На марсманке должен стоять полноценный снайперский оптический прицел. Теперь, пожалуй, самый главный вопрос. Приобрел бы я лично себе данный привод? Скорее, я предпочел бы привод с таким же гирбоксом, но со стандартным эмочным магазином под калибр 5.56. Такие компания G&G тоже выпускает, но в России они, к сожалению, не продаются. Да, магазины уникальные, стоить будет дороже, но фишек интересных тут довольно много. В частности, это отсутствие холостой стрельбы, когда заканчиваются шары. Мне эта фишка очень понравилась. Но и данную модель тоже можно вполне рассматривать в качестве базы для марсманки. И как сказал мой коллега Евгеньевич, несмотря на всю мою изначальную предвзятость, привод определенно заслуживает внимания, и G&G сделали неплохую тюнингопригодную базу для винтовки марксмана с интересным функционалом. Друзья, надеюсь, это видео будет вам полезно. Поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, в описании много полезных ссылок, и всем удачи на игре!